Посмотрите, какое у нас супер пирожное. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусное шоколадное пирожное с молочной начинкой Kinder Milk Slice. Начнем мы с бисквита. Здесь 3 яйца, добавляю щепотку соли. Начинаем взбивать и постепенно добавляем 90 граммов сахара. Посмотрите, как прекрасно у нас взбиты яйца с сахаром. Это очень важно, чтобы у нас был пышный бисквит. Смотрите, ленточка остается видимой буквально 1 секунду. Это важно. Взбивайте именно до такого состояния. Время взбивания зависит от мощности вашего миксера. От 5 до 10 минут. Но ориентируйтесь не на время, а на вот такое вот состояние яиц с сахаром. Они должны очень сильно увеличиться в объеме, стать почти белыми. И линия от венчика должна хорошо держаться хотя бы секунду. Добавляем сюда 3 столовые ложки молока и перемешиваем все вместе на невысокой скорости. Смешиваем 70 граммов муки и 20 граммов какао. Если вы не уверены, что хорошо взбили яйца с сахаром, добавьте еще пол чайной ложки разрыхлителя. Просеиваем какао с мукой в 3 подхода. Лучше просеивать, чтобы у нас не было комочков, потому что, посмотрите, какао хорошо впитывает всегда влагу, и поэтому оно комкуется. Если вы его просеиваете через сито, то эти комочки очень легко измельчить. Просеяли 1/3, аккуратно перемешиваем. Слишком сильно не вымешивайте, лучше это делать всегда лопаткой, чтобы сохранилась у нас воздушность теста. Следующая порция муки с какао. Вот посмотрите, отчетливо видно, сколько у нас комочков какао. И вот так просеиваем их потом рукой. Выливаем тесто на противень. Я его выстелила пергаментом. Стандартный противень от духовки 30 на 40 сантиметров. Равномерно распределили тесто по противню и теперь выпекаем 10-12 минут при 180 градусах. Духовка уже заранее прогрета, ставим на средний уровень, нагрев вверх-вниз без конвекции. Когда корж готов, накрываем его сверху пергаментом и будем переворачивать. И перевернем. Снимаем пергамент. Я хочу, чтобы эта часть была именно верхом пирожного, потому что она мне похожа на замшевое что-то или бархатное. Я ничем сверху не буду покрывать, поэтому вот такая вот красивая поверхность мне очень-очень подойдет. Аккуратно снимаем, чтобы не порвался у нас корж. Где слишком сильно пристало, помогаем. Для крема берем 200 мл холодных жирных сливок. Жирность должна быть 33% и выше. Также вы можете охладить заранее вот эту вот миску и венчики, чтобы сливки у вас взбились быстрее. Они обязательно должны быть очень холодными. Взбиваем до мягких пиков. Но смотрите, не перевзбейте, чтобы у вас не получилось сливочное масло. Смотрите, вот до такого состояния у нас взбиты сливки. Они уже держат форму, но еще не слишком густые. Отдельно берем 250 граммов сыра маскарпоне. Добавляю сюда 1 столовую ложку меда. Если у вас нет сливочного сыра маскарпоне, замените его на любой другой сливочный сыр. Даже можно взять творог 250 грамм, но его предварительно хорошо перебейте при помощи блендера, чтобы получилась однородная мягкая масса. Также добавляю сюда 70 граммов сгущенного молока. Вместо сгущенки можно взять сахарную пудру. И аккуратно перемешиваем. Добавляем сюда взбитые сливки. Взбиваем до однородности. Вот такой получается густой, очень вкусный крем. Разделяем шоколадный бисквит пополам. Можно сделать еще один такой корж, тогда у вас будет меньше начинки. Я хочу, чтобы начинки было больше, поэтому просто разделяю этот пополам. Нижний корж я уже переложила на доску, на которой буду потом подавать. Если у вас есть такая разъемная форма, то можно воспользоваться ею. Если нет, то не воспользуйтесь. То просто сверху выкладываете крем. С формой удобней будет. Аккуратно распределяем в ровный слой.
Накрываем сверху вторым коржом. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 4-6 часов. Можно оставить на ночь, чтобы у нас хорошо Milk Slice пропитался и стабилизировался. Пирожное пропиталось, и теперь можно его освобождать от формы. Я сделала себе пометки, буду разрезать на 8 прямоугольников размеров 7 на 10 сантиметров. Каждый раз я нож протираю, чтобы срез был аккуратным. И вот посмотрите, какой у нас шикарный получился Milk Slice. Такая большая порция, крем прям и просится быстрее, чтобы его съели. Посмотрите, какие у нас замечательные домашние пирожные, как их много. Они у нас натуральные, такие симпатичные, очень-очень много начинки молочной. Я больше всего люблю именно эту молочную начинку. Посмотрите, какое у нас супер пирожное. Вкуснятина. Невероятно вкусное, очень сливочное, много крема. Если хотите, можно разделить крем на 2 таких больших коржа, будет больше пирожных. Это прям не какой вот там Milk Slice, который продается в магазине, это вкуснейшее пирожное, в меру сладкое. Обязательно готовьте, понравится всей семье. Я с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.